Приветствую, друзья! За окном хорошая погода, лето, солнышко, а это новое видео Маши. Очень рада всех видеть на своем канале. Слишком много событий произошло за последнюю неделю, но попытаюсь восстановить хронологию событий без сценария, подготовки, все как есть по факту. На сегодняшнем примере наглядно покажу, что люди ебались в край, просто на всю голову. На сей раз настоятельно рекомендую вам взять чего-нибудь покрепче. Никаких печенек и чая не будет. Потому что сегодня я буду рассказывать, что не поддается никакому логическому объяснению. Я, конечно, подозревала, что некоторые люди не особо отличаются интеллектом, но чтобы настолько все удручающе серьезно, вы угораете, что ли? Это пиздец можно охарактеризовать как цирк с конями. Короче, на канале Кирилла вышло одно интересное видео с заголовком «Маша Рябинина никогда так не сыграет на гитаре». Он скорее знаком старым моим подписчикам, он участвовал в пару моих видео. Так вот, поначалу на видео было очень мало просмотров, но по итогу оно набрало более 1000, считай, фактически на мертвом канале. Ничего не предвещало беды. Как на утро мне стали сыпаться сообщения, типа, мол, видела ли ты, что думаешь? Вам серьезно интересно? Причем, ребят, никаких ссылок под видео не было. Более того, только название. Эти дурачки нашли меня в ВК ради того, чтобы скинуть это видео и узнать мое мнение. Что, потратили свое время, и не лень им было что-то там искать, писать мне, вместо того, чтобы заняться другими, более важными делами. Вы правда так скучно живете в своем мирке, что вам не заняться, чем писать незнакомым людям и доебаться их в личных сообщениях? Пора бы уже закрыть мне ЛС. Я просто в ахере. Я перебанила, наверное, человек 10. Это полный пиздец. Затем у Кирилла выходит другое видео. На этот раз, что Элла Джесс не умеет играть на гитаре. И тут по аналогичной схеме она тоже взлетела и подтянула видео про меня. Ебанутых людей нашлось еще больше. А один особо отличился. Парень мне кидал фотку с мертвыми котятами и какие-то заброшки. Ну то есть это вообще никак с музыкой не связано. Причем тут это вообще? Понятное дело, что он сразу уехал в бан отдыхать на пожизненное. Но это ебаный пиздец. Что у людей в башке? Крыша нахуй съехала? Я понять не могу. Я стала читать комменты под видео. Там лютая жесть. Вакханалия, угроза, желание смерти автору и так далее. То есть человек просто выложил видео в шутку, что кто-то там не умеет играть, и вы желаете ему поскорее сдохнуть? Нет, я, конечно, все понимаю, но некоторых вещей я понять все же не могу. Например, еще одно видео, а вернее шортс. Он, к слову, 2000 просмотров набрал. В нем автор порвал свои старые струны плоскогубцами ради прикола. В комментариях 2 человека написали, что лучше бы фалангу пальцев также откусил. Хочется у них спросить лично: вы конченые? У вас настолько сильно подгорело, что вы сравниваете несравнимое, бля? Я даже боюсь предположить, кем и где они работают, эти товарищи. А если, к примеру, врач написал: приходите вы такие к нему на прием, а дома в интернете он пишет там такую лютую жесть. Ну вот просто на секундочку представьте, какая это дичь. То есть у этих струны намного важнее, чем пальцы человека. Вы можете сами почитать этот если хотите, конечно. Я просто не могу понять, на кой хуй эти люди появляются на свет и нахуй вообще живут. С таким отношением к другим людям вы сразу нахуй пойдете. Или вы только в интернете такие смелые? Просто непрошибаемые люди, завистливые, агрессивные, обиженные нытики в интернете, которые за правду думают, что их никчемные токсичные комментарии на что-то действительно повлияют. Я с такой хуйней не только в интернете сталкиваюсь, и в жизни таких людей целый вагон и маленькая тележка. Спору нет, что среди них есть нормальные, адекватные. Но, сука, почему мне попадаются постоянно именно такие отморозки, которые хотят отрубить пальцы и желают сдохнуть автору канала? Возможно, со мной что-то не так? Я уже не знаю. Почему постоянно на них натыкаюсь? Кстати, за угрозы можно с легкостью и на бутылку присесть. Потом будете объяснять, что просто пошутили или троллили участковому в его кабинете.
Все, что написано в интернете, остается здесь навсегда. Запомните уже, наконец, эту прописную истину. Так что думайте, что пишете и кому, чтобы это потом не имело негативных последствий для вас. Там еще был коммент, который меня улыбнул. Молодой человек написал, мол, типа просьба удалить видео, если нет согласия письменного ОЛЖС. У меня сходу возник вопрос. Ты кто такой хуёвый? Откуда вообще вылез? С этого я вообще офигела. Пишет удалить видео, потому что там кадры использовались другого блогера. А этот блогер, в свою очередь, исполнил кавер на песню «Король и Шут Лесник». Просто мудрени, блядь, поебы тупорылые написывают мне хуетень, блядь. Вот просто, знаешь, вот ты, блядь, я нахуй в шоке, блядь. Я не знаю, что сказать. Ну, просто, конченые люди. Вот просто конченые, блядь. Тогда ЛГС придется самой удалить нахуй свое видео и вообще свой весь канал. У нее наверняка нет согласия группы Король и Шут и других авторов песен. Но я не знаю, что тут сказать. Вообще с авторским правом очень сложно и куча подводных камней. Вы думаете, они хоть законы читали или книгу изучали по юриспруденции? Если бы они открыли юридическое право, они бы сразу его закрыли. Практически все можно обойти при сильном желании. Почти любой закон. Это во-первых. А во-вторых, это как бы интернет, а-ля свободная площадка. То, что выложено в YouTube, считай по умолчанию доступно всем желающим не только смотреть, но и скачивать видео с площадки и потом распространить по всему интернету, независимо, YouTube это или другие соцсети. Даже мои видео перезаливают в ВК целиком. Никто у меня ничего не спрашивал. Про какие-то там авторские права, пиздец. Какие еще разрешения? Под авторское вообще тогда все попадает, если на то пошло. Вы даже не можете картинки вставлять в свои видео, ибо на них у кого-то уже заявлена интеллектуальная собственность. Просто люди ебану. То есть, по их логике, тот же, как его, блин, который рок играет, у него же там эти каверы разные, тогда он должен все видео просто нахуй, блять, и оставить только свои. Плюс любой сейчас, типа кавер вообще считается как переделанное исполнение известного трека. То есть, получается, ты берешь известный трек, перейдешь на свой лад, и все. Этот трек уже является твоим собственным. Точно так же, как ремикс или тому подобное. То есть, берут оригинальный трек, переделывают его форму, то есть уже создают новую на основе этого. И все, это уже считается как новый трек. То есть, чел взял камеру на тебя, оставил там, образно говоря, ссылку или как-то, знаешь, упоминание. К тебе пришли люди, которые, например, не знают нихуя его, но при этом, блядь, татупизм ебут, блядь, в нашем мире, потому что у нас все, ну, нет, конечно, не все плагиат, но захочешь сделать кавер Линкин Парка, блядь, в битбоксе, блядь, тебе захочешь, можно удалить это видео, блядь, какого хуя. Я адаптирую под битбокс, блядь, например, Линкин Парк, блядь, тот же Helium, блядь. Короче, битбоксер, он Линкин Парк Намп вроде бы исполнил с упоминанием, вот. Но он не должен удалять видео, потому что это его адаптация, его собственная адаптация. Да, трек Линкин Парк, он упомянут в названии, но это все. Кто его сделал, является уже автором вот данной адаптации, все. Новый контент, все. Я иногда, знаете, бывает, читаю комменты других авторов, там встречаются комменты 40-летних великовозрастных долбоебов, которые пишут, ну, лютую дичь. Мне такое тоже под видео проскакивает. Меня интересует, каким образом они дожили до такого солидного возраста с таким навыком общения, коммуникации и мышлением. Просто как NPC в играх, знаете, как боты реально. Предполагаю, что на этот вопрос вам ни один ученый не ответит. Есть определенный тип людей. Но вот этому пидору конкретно надо вставить свои 5 копеек и написать оскорбление или желание сдохнуть автору. Так называемые энергетические вампиры. Вот им надо написать и все, хоть что с ним делай. Горбатого могила только исправит. На днях, короче, устала после работы, взяла пивка, как обычно. Думаю, зайду в игру поиграть. Расслабиться после тяжелого дня. Не прошло и 5 минут, как до меня доебался один чел насчет политики. Пиздец. Я думала, что в игре этого не будет, но нет. Я зашла в игру просто отдохнуть, отгрузить мысли, а не обсуждать темы, которые мне вообще не интересны ни в коем виде. По общению парню лет 15 всего. Какая тебе нахуй политика? О чем ты, долбоящер? Хотя я совсем не удивлюсь, что ему в итоге окажется за 30.
Как мы поняли, возраст ну совсем не показатель интеллекта человека. Реально, я уже практически ни с кем не общаюсь. Одна политика у людей на уме. Я, конечно, все понимаю, но не 24/7 обсуждать одно и то же. Вам самим это не надоело? Не настопило мусолить одно и то же? Других тем для дискуссий нет или что, как это работает у них? Реально массовое какое-то помешательство на одной теме. Все прям политологами стали перманентно. У меня бывает нет времени зайти в ВК. О чем тут вообще разговаривать? И расстраивает то, что люди как бы знают, что со мной лучше эти темы не обсуждать. Но все равно. Слышала я то или это, как бы мягко сказать, что мне Но правда, друзья, и так проблем хватает в жизни и дел выше крыши, еще и вы с этой хуйней. Но если у вас времени до хера, это ваше дело. У меня оно ограничено. Весь YouTube заполнен политикой. Если у вас контент никак не связан с этой темой, то очень сложно пробиваться через этот весь мусор. Будем честны, сейчас музыка и то, что я снимаю, никому нафиг не нужно. Да, просмотры есть и комменты, но вы же понимаете, что это вообще несравнимо с теми показателями у авторов, которые снимают про политику. Это просто конвейер бессмысленного контента сутками напролет. Никакого творчества там и подавно нет. Общество само его продвигает в массы тем, что пишет комменты, и потом нормальные люди охуевают. И в ленте снова в очередной раз это появляется. Кстати, сколько молодых рок-групп не дожили до сегодняшнего дня, не выдержали натиска хейтеров и просто распались, подумав, нафиг оно нам надо, мы для них делаем годную музыку и такое отношение, хотя у них был огромный потенциал на будущее. Даже поэт Александр Сергеевич Пушкин в далеком 1826 году написал стихотворение «Признание». В нем есть одна интересная цитата, которая описывает многое происходящее. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Вот и думайте, друзья, что и как. Где же контент хороший? Одно мракобесие и жесть. Как так ему, блядь, появиться на свет, если большинство пишут один негатив? Он есть, безусловно, просто где-то хранится на кладбище Ютуба. Сами, пишут комменты, тем самым продвигают сомнительные видео в тренды. А чего тут удивляться-то вообще? Это было ожидаемо. Вот такое вот видео вышло на сей раз. Все, что накопилось у меня в голове, озвучила свои мысли, где-то сумбурно, эмоционально вышло. Ну уж простите, я тоже человек. Интересно будет послушать, строго не судите меня, я не особо готовилась к этому ролику, просто вышла и рассказала свои мысли вслух, не более того и о том, что меня гложет. Мы много разговаривали на этом канале о психах и серийных убийц, а сами не заметили, как психопаты перешли в интернет. Я надеюсь, что я посеяла зерно сомнения и, возможно, даже кто-то задумается. Но, несмотря на весь пиздец, который нас окружает повсеместно, я стараюсь все равно сохранять хладнокровие и радоваться каждому моменту своей жизни, несмотря на это все. Правда, не всегда у меня это хорошо получается, но все же моя совесть чиста. Я никогда не писала негатива, либо хорошее, либо ничего. В этом нет никакого смысла для меня, бессмысленная ерунда. Я привыкла к тому, что люди и общество не любят ярких людей, которые делают не как все, что-то свое, и которые четко имеют свое мнение и могут настоять на своем до последнего. Пока все говорят одно, из толпы один человек говорит свое другое мнение, его сразу заклюют эти хищники, которые высматривают себе жертву. Но они сразу сыпятся, когда им приводишь сильный аргумент. Просто-напросто стадо баранов. Я очень рада, что не часть этого безумия. Я выше этого дерьма. А Кириллу я желаю творческих успехов в своих начинаниях и советую выключить уведомления на канале к херам собачьим, чтобы лишний раз себе сильно нервы не поднимать и не нервничать из-за озлобленных мудаков в комментариях. Не обращай внимания, просто делай и все.
Возможно, в будущем снимем совместное видео или клип. Поживем, увидим, короче. Пока не планируем ничего. На данный момент нет долгосрочных планов. Каждый день что-то меняется. Тем, кто досмотрел до этого момента, я желаю приятного дня или вечера. Не знаю, когда вы будете смотреть это видео. Берегите себя. С вами, как всегда, была Мария Рябинина. Скоро еще увидимся в новых видео. Не прощаюсь. До скорого. Пока.